Приветствую всех, друзья! Я Владимир Козловских. Это канал «Золото, валюта, богатство». Объем ролика с долгосрочным прогнозом доллара получался слишком великоватым. Поэтому, чтобы облегчить восприятие и сильно вас не грузить в одном ролике, тему долгосрочного прогноза я разбил на два ролика. Это первая часть, вторая выйдет сразу же после первой. С таким же названием, но с пометкой, что это вторая часть. В этих роликах мы с вами сделаем прогноз наиболее вероятных сценариев движения доллара к рублю на ближайшие 20-25 лет. И обозначим критерии перехода одного сценария в другой. Вторая цель, наверное, не менее важная, долгосрочного прогноза, но это как обычно. В качестве подготовки для среднесрочного прогноза нам необходимо уменьшить возможное количество сценариев и определить их возможные границы, характер и смысл. Историю динамики рубля к доллару мы смотрели в роликах серии «Доллар-рубль. История и анализ» с 20-х годов. Там 4 ролика. Это было в январе прошлого года, 22-го. Ссылка на последний 4-й ролик этой серии сейчас на экране. А ссылки на все ролики под этим роликом в его описании. Но прежде чем мы перейдем к доллару, обращаю ваше внимание на то, что постепенно выполняется среднесрочный прогноз по золоту к доллару из предыдущего ролика. Золото, прогноз на 3-9 месяцев, часть 2 от 28 декабря 2022 года. Ссылка на него сейчас на экране и в описании этого ролика. Быстро глянем золото, потому что его динамика косвенно влияет на общий климат валютного рынка. Все графики, которые мы сегодня будем использовать, есть в печатном виде в моей публикации на Дзене под названием «Графики и ролики рубль-доллар. Прогноз на 20-25 лет. Часть 1 и часть 2». Ну и там даты дальше идут. Ссылка на эту публикацию под этим роликом в его описании. Если кому-то удобно смотреть графики не с камеры, а из публикации, просто тормозните ролик и по ссылке под ним откройте страницу с графиками. Это у нас золото в месячных свечах с 2017 года по настоящее время. Уровень выше 1900 долларов. Предкритический для доллара. И миру нужно ожидать от долларовой зоны подготовки каких-нибудь очевидных гадостей в припадках жадности и страха. Схема реакции долларовой зоны очень проста. Как только доллар начинает валиться к золоту, это предвещает инфляцию и дефицит реального финансового капитала. Штаты начинают топить всех вокруг. Чтобы относительная ситуация в зоне доллара была хотя бы чуть-чуть получше. Я оставляю прогноз по локальному максимуму доллара в силе. Примерно 1930-1950 долларов. Где-то вот здесь. Этот локальный максимум коррекции золота вверх будет окончательно достигнут, на мой взгляд, в первой половине марта 2023 года. После этого начнется коррекция золота вниз, в область где-то 1670-1750, примерно вот сюда, вот в эту область. Эта коррекция закончится в конце июля, начале августа 2023 года. Дальше все по прогнозу на 3-9 месяцев. Ролики, которые я упоминал чуть выше. Возвращаемся к доллару. Первое, что нам необходимо, поставить макродиагноз доллара к рублю. Как обычно, сначала попробуем отыскать первую волну. Ее масштаб позволит оценить порядок последующих волн, а дальше уже будем разбираться с тем, как называется то место, в котором мы сейчас находимся. Как вы помните из упомянутых выше роликов, рубль к доллару в 20-х, 80-х в этот период колебался в диапазоне его усиления к доллару в 2024 году. Вот здесь эта палка черная. А потом рубль в 90-м сказочным волшебным образом вот здесь обесценился и начал валиться в последующие 3 десятилетия к доллару.
Здесь у нас доллар с 24 года, вот отсюда, по 90-й год, ну и чуть дальше. Справа и слева цена за доллар в современных рублях, подчеркиваю. Две деноминации 61 и 98 года, она там чуть правее будет. 61 года 1 к 10 и 98 года 1 к 1000 в этом графике учтены. Именно поэтому такие маленькие цифры. Вот 5 сотых копейки современных. То есть это 5 сотых копейки. 1 сотая копейки, то есть 1 тысячная современного рубля. Это означает, что рубль с тех пор очень сильно упал к доллару. Напомню, что в среднем с советских времен 50-х, 60-х, 70-х годов, рубль к доллару упал примерно в 100 тысяч раз, а к золоту примерно в 8-10 миллионов раз. Это означает, что 1 рубль, вложенный тогда в доллар, это около 100 тысяч рублей сейчас. А 1 рубль, вложенный тогда в золото, это примерно 8-10 миллионов рублей сейчас. То есть очень приличная двушка или трешка, в зависимости от города. Это не реклама доллара или золота в их инвестиционной могучести. Это оценка масштабов воровства госсобственности в 90-х годах. График падения курса рубля к доллару – это не рост доллара в этот период, а конспект последствий захвата народной собственности кучкой компрадоров. На первую волну просится максимум 60-х годов. Вот этот вот. Но тогда мы не видим 3 волны импульсного роста. То есть видим только коррективную волну. Здесь на графике официальные курсы ЦБ СССР за этот период. Но помимо этого был и серьезный серый рынок, особенно в 70-х, 80-х. Вот здесь вот он существовал. Если по ЦБ максимум был 1 рубль в тех рублях, то есть в рублях того времени, вот здесь примерно, а в нынешних это 1/10 копейки, то совершенно точно, что в 70-х, 80-х были сделки серого рынка выше этого рубля. Ну, то есть где-то вот здесь. Это однозначно. Наибольший объем серого рынка мог быть во второй половине 80-х годов, когда началась перестроечная мошкотня с финансами. Поэтому реальный максимум доллара той поры находится где-то во второй половине 80-х годов. То есть где-то вот здесь. Тогда в этом случае у нас четко строится волновка. Вся пятиволновка. Вот падение рубля доллара в 1937 году, когда Сталину пришлось в рамках подготовки к войне для сохранения технологического импорта из США поддаться давлению Штатов и, отвязав рубль от золота, привязать его к доллару. Это первая внутренняя волна. Чувствуете корреляцию? Падение рубля к доллару и организованные либералами тех времен репрессии. Дальше войну до конца 40-х рубль к доллару стоял. Это вот этот период. До конца 40-х годов. В 50-м, начав снижение цен на товары для населения, Сталин рубль от доллара отвязал. Вот здесь была отвязка от доллара. И опять привязал его к золоту. В том числе за что, наверное, и был впоследствии убит. Это получается вторая, то есть вот эта коррекция получается вторая волна. Хрущевские проекты по распахиванию зон бессмысленного земледелия типа целины и огосударствление коммерческих высокотехнологичных артелей привели к концу 50-х к дефициту еды и ширпотреба. Это потребовало импорта. Но для придания конкурентоспособности отреформированным отраслям Хрущев пустил рубль к доллару в 1957-м примерно в 3 раза. Вот здесь вот. 1957 год. Это фактически внутренняя волна 3 получается. Но сделаю оговорку. Если смотреть курс золота к рублю в этот период, то мы увидим
то, что мы увидим в следующем ролике. Вся первая большая зеленая пятиволновка четко рисуется с начала 30-х годов по 60-е. То есть в золоте первая волна очень объективно рисуется вот в этом промежутке. Эта двойственность будет в будущем играть определенную роль в нашем анализе. Реформаторские ошибки Хрущева догрузили экономику низкоэффективными активами в сельском хозяйстве и затормозили трансфер технологий из военных производств в гражданский сектор. Эти его идиотские результаты ощущаются и влияют на экономику до сих пор. Они породили стратегический дефицит производства еды ширпотреба в то время. Что потребовало импорта и, соответственно, наращивание экспорта. В первую очередь, конечно же, сырья. Долгосрочная сырьевая зависимость экономики СССР, а потом и России, была сформирована именно Хрущевым, его ошибочными экономическими решениями конца 50-х годов. Вот здесь. Дальше в 60-х, 70-х экспорт и импорт наращивались, но для технологического обновления внутреннего производства не хватало мотивационной инициативы, которая до этого была у сталинских частных артелей, уничтоженных Хрущевым. Чиновники тогда не смогли сохранить трансфер технологий в гражданский сектор, как и импортозаменители в правительстве сейчас. Объем импорта постепенно рос, но крылся ростом экспорта сырья, поэтому доллар до конца 70-х вяло подсаживался. То есть вот этот вот период. Период 60-х по начало 80-х, вот этот вот, это фактически получается четвертая волна. В 80-х жадность части элиты, которая потом самоназвалась либералами, стала нестерпимой. И в 80-х засхематозила перестройка. Со сделанными оговорками мы полагаем, что максимум доллара был во второй половине 80-х. Вот здесь. Это помечено таким значком. То есть отрезок с начала 80-х по вторую половину 80-х. Это пятая волна. Тогда весь советский период со сталинской индустриализацией 30-х годов, вот отсюда, и по перестройку Горбачева, вот отсюда, это первая большая зеленая волна в долларе. Мы ее пометим большой зеленой единичкой, вот этой. Поскольку у нас достаточно размытая вершина первой большой зеленой волны и очень мало места для второй, то вторая большая зеленая волна получается очень маленькая и ущербная. То есть вот эта вот часть. Это очень важный момент. Пометим ее зелененькой двоечкой. Фактически вся объективная логика реального развития материально-технической базы СССР выстраивала именно коррективную волну доллара к рублю с начала 30-х по 60-е годы. Несмотря даже на колоссальные ошибки Хрущева, объективные результаты и темпы развития экономики СССР в 60-х, обеспечивавшиеся той структурой экономики, которую заложил Сталин, кратно превосходили западные показатели. И это должно было объективно привести к падению доллара, к рублю, что и начало происходить в 50-е. Но было прервано идиотскими хрущевскими нововведениями после смерти Сталина. Но тем не менее процесс падения доллара из-за экономического поражения Запада в 60-х, вот здесь, все же возобновился в 70-х. И только мешкотня части советской партхозноменклатуры в 70-х и 80-х, вот здесь, направленная на обращение в звонкую монету власти и ее привилегий, вылившиеся в перестроечное и постперестроечное воровство, смогла объективный тренд падения доллара, то есть вот этот вот, остановить в 80-х, а в начале 90-х его развернуть. Вот здесь вот. В этом, наверное, и был скрытый закодированный смысл названия перестройка. Типа перестроим коррективную волну доллара, вот эту, в первую импульсную волну его роста. То есть вот так вот. Это, конечно же, стёб на спекулятивный манер.
И сейчас очень важный момент. Для того, чтобы не мучить вас сложными уравнениями и теорией устойчивости, я постараюсь почти на бытовом уровне, то есть как бы на пальцах, показать вам реальные экономические причины тех парадоксальных сценариев, которые у нас появятся в будущем, то есть сейчас. В будущем они появятся как чистое следствие технического анализа. Переформатирование коррективной волны доллара 30-50-х, то есть вот этого участка, в импульсную первую волну во второй половине 80-х, то есть вот в такую конфигурацию, произошло только лишь вследствие мышкотни части номенклатуры с присвоением части капитала, генерируемого экономикой. Это очень важно. Не произошло практически никакого изменения структуры экономики. Ее могучая структура, за исключением глупости Хрущева и ерзания Брежнева, в основном оставалась такой же, какой ее заложил Сталин. Она, извините за каламбур, задается структурой инфраструктуры. Единственное решение, которое было принято во второй половине 80-х, это начать присваивать часть дотаций, направлявшихся из союзного бюджета на развитие республик. Российский бюджет датировал тогда или инвестировал развитие всех республик, кроме Белоруссии. Эту дотационную часть союзного бюджета в 86-88 годах и потащили за бугор. Естественно, через доллар. Что и отразилось в его первом скачке, 89-90. То есть вот здесь вот они. Вот он 89-й. Вот 90-й. А начался этот процесс при Андропове с так называемых хлопковых дел и прочего. Именно тогда бульдоги впервые вцепились за союзные бабки. Это перенаправление капиталов привело к двум катастрофам Горбачева. Во-первых, он, представляя тогдашнюю элиту, был вынужден ползти буквально на карачках к Западу, чтобы он гарантировал ему сохранность воруемых из страны ресурсов. За сохранность этих копеек Плохиш заплатил сдачей позиций супердержавы и так называемой капитуляцией СССР в холодной войне. О чем еще он мог после этого договариваться? Правильно. После этого ему милостиво разрешили порекламировать пиццу. Дальше уже куролесил Ельцин. И второе. Усечение дотаций из России на развитие республик явилось экономической основой разрушения СССР. Можно придумать всякие байки про проснувшееся национальное самосознание и незалежность, там и так далее. Но когда у вас отбирают икру с куска хлеба, вы не такое придумаете, чтобы икру оставить. Второй результат мышкотни Горбачева – создание и запуск объективного финансово-экономического механизма развала СССР. А когда начинает работать экономический механизм, подпитывающий конкретные интересы, дальше все идет лихо и по-молодецки. Как это и выглядело в конце 80-х, начале 90-х. Дальше все пошло как по маслу. Ресурсы, направлявшиеся на развитие союзных республик, хлынули через доллар за рубеж. Вся динамика доллара к рублю по конец 90-х определялась только этим процессом. Попутно с дичайшей девальвацией рубля эта воронка через девальвационный дисконт засосала и большую часть государственных расходов. Аппетит же, особенно либерально-бабунинский, приходит во время еды. Еще раз подчеркиваю, ничего производящего в 90-х создано не было. Уничтожено через разрыв кооперационных связей и реальное сокращение государственных расходов было многое, но создано не было ничего. Была до предела упрощена структура экономики и началось быстрое сокращение реальных социальных и инфраструктурных расходов экономики. Все, что произошло в конце 80-х, начале 90-х, это перенаправление существенной части ресурсов, генерируемых экономикой, в пользу небольшого количества конкретных людей и вывоз этих капиталов за рубеж через доллар. Сейчас эти люди называют себя либералами и эффективными собственниками. И по иронии судьбы ознакомливаются вашингтонские и лондоновки с сутью, смыслом и надежностью полученных Горбачевым гарантий сохранности наворованного.
Нам для наших прикладных целей не важны фамилии, адреса и явки. Это дело следствия. Нам лишь важно, что тренд падения рубля к доллару конца 80-х по настоящее время это не отражение каких-то экономических реалий или экономических экзерцизов по поводу невидимых рук рынка и спроса с предложением, а только лишь результат решений конкретных лиц о перенаправлении части генерируемого российской экономикой капитала за рубеж. Чуть позже мы увидим, что это большая третья зеленая волна или большая ее часть. Я здесь не делаю никаких открытий по поводу источников оттока капитала и его смысла. Об этом последние 20-25 лет говорят и доказывают цифрами Глазьев, Хазин, Делягин, Касатонов и Вассерман. Я лишь даю интерпретацию этому факту на курсе доллара к рублю. Я намеренно упрощаю содержание процесса до банального договорника. Он сложен и, как любое корыто, у которого кормятся одичавшие свиньи, чрезвычайно небезопасен. Нам для дальнейшего важен характер процесса. Это процесс перераспределения потоков капитала от реальной собственности. Техническая суть и технологическая структура, которая почти не изменилась за это время. Почти относится к десятым годам и тем активам, которые перешли под преимущественный государственный контроль. Условный договорняк перестроил коррективную волну 30-х-50-х, вот эту, в первую большую зеленую волну. Вот так вот. Устойчивость этого договорняка – опора большой зеленой третьей волны. Если кто-то хочет рисануться модным термином, то может сказать, что устойчивость договорняка начала 90-х об объемах вывоза капитала – это бифуркационный параметр устойчивости тренда падения рубля к доллару. Первую волну и ущербную вторую мы построили и обосновали. Они нам нужны, чтобы оценить временной масштаб следующей третьей большой зеленой волны. Первая большая волна с ее коррекцией – это условно с 30-х по 80-е. То есть первая волна примерно 50-55 лет. Таким образом, начавшаяся в 90-х вот здесь вот, третья волна наиболее вероятно должна продолжаться как минимум 50-60 лет. То есть до 40-х, 50-х годов 21 века. Вы сильно не пугайтесь. Дальше будем смотреть, что это значит. Давайте для памяти поставим в 50-й год очень толстую темно-зеленую жирную линию. Вот так перейдем. О, она уже здесь стоит. Это для памяти, что здесь у нас заканчивается большая третья зеленая волна в первом сценарии, который мы рассматриваем. И пока вернемся обратно в 90-е годы. И еще один узелок на память про уровень первой волны. Исходя из теории Эллиота, мы находимся в свойствах и пользуемся пропорциями четвертой волны до тех пор, пока она не зашла в область первой. То есть вот сюда вот. А область первой – это 1/10 копейки в современных деньгах. То есть до тех пор, пока доллар на 5-10 лет не затусуется в 1/10 копейки за доллар, мы будем считать все наше глобальное построение в силе. То есть условия правильности определения третьей и четвертой больших зеленых волн не будет нарушено. Еще момент. Если мы полагаем, что максимум доллара был в середине 80-х, то коррекция конца 80-х, то есть вот эта вот волна, по отношению ко всей первой волне, вот ко всей вот этой конструкции, это вторая волна. И по отношению ко всей первой волне она волна плоская. Обратите внимание, что если мы будем больше учитывать влияние динамики рубля к золоту и поместим, как недавно сказали, максимум первой волны в 60-й год, то есть вот сюда вот, то и в этом случае ее коррекция, вторая волна, то есть вот эта вот, коррекция будет тогда второй волной. И она тоже является плоской.
То есть четвертая большая зеленая волна, когда она начнется, будет наиболее вероятно зигзагом. И помним узелок на память. Все наши оценки и рассуждения будут оставаться в силе до тех пор, пока этот зигзаг не опустится на несколько лет в максимум первой зеленой волны. То есть вот сюда вот. Внимание, это не прогноз доллара, а только ограничение на существование четвертой волны и логики с ней связаны. Какие есть альтернативы? Мы можем, например, не принимать во внимание теневые сделки и поместить максимум первой волны в 60-е годы. Общую логику это не изменит. Это только сделает короче первую волну, тогда она будет 30 лет. Вот так вот. И сильно удлинит коррекцию во второй волне. То есть вот это вот. Укорочение первой волны до 30 лет снизит минимальную оценку окончания третьей волны. То есть она станет 30 лет. Окончание второй большой зеленой волны это примерно 90-й год. Вот так вот. Плюс к нему 30 получаем примерно начало 20-х годов 21 века. То есть примерно уже где-то сейчас. Поскольку это альтернативная, менее вероятная оценка, то поставим в 20-й год пунктирную темно-зеленую линию. То есть вот сюда вот. Примерно поставим этот наш пунктир. Вот так вот. Противоречие между двумя оценками минимальной длины третьей большой зеленой волны по основной версии примерно до 50-го года, то есть вот до сюда, и до 20-го года по второй версии, по альтернативной, прямое следствие отвязки доллара от золота в конце 50-х годов и возврата оттепеленцам Хрущевым привязки рубля к доллару в конце 50-х. Как только Штаты начали рисовать бумажки в 70-х, а вслед за ними и другие страны, называя их деньгами, все экономические законы, открытые до этого времени, выполняться стали все хуже и хуже. Сначала это начало проявляться на валютных рынках, а потом постепенно дошло до всей экономики. Именно поэтому мы сейчас видим выступление, выпученные глаза ФРС, типа мы давим на тормоз, а оно не тормозит. Давим на газ, а оно не едет. Например, несмотря на якобы наборный рост американской экономики с 2000-х, объемы ее производства с 2000-х по настоящее время в натуральных показателях упали. То есть в штуках, тоннах, метрах и так далее. Бурным западным возражателям в помощь статистика строительства домов в Штатах и производства автомобилей за период с начала 2000-х годов. Пару слов об отношении к волнам Эллиота. Во-первых, это, как и все в техническом анализе, примерный, оценочный и вероятностный инструмент. Во-вторых, рынок рисует эти пропорции не потому, что какой-то демиург наблюдает за этим и подправляет его, а потому что причиной этих пропорций являются примерно такие же физические законы, которые заставляют падать брошенный камень по параболе или качаться маятник тем размеренным правильным образом, как он качается. Но это замечание относится к котировкам, отраженным в золоте. Когда речь идет о валютах, добавляется сильное в кавычках трение. Давайте глянем на доллар дальше. Примерно вот так уничтожались сбережения граждан. То есть это у нас вот 90-й год. Сейчас у нас выглядит 91-й.
Это вот 90-й год. То есть это начало фактически. Девальвация. Это начинается 91-й с его путчами. Вот так у нас первая волна постепенно превращается в ниточку. Обратите внимание. То есть это продолжается 91 год. Это все 91 год идет. Рубль летит вниз. 91 закончился, начался 92. Все то же самое. То есть это идет отток капитала. Бешеными темпами. Перевод его за рубеж. Повторяю, с правой стороны и с левой, то есть у нас цифры это в современных рублях. То есть уже с учетом деноминации и всего. Это 92 год. Вот пошел 93-й разгон парламента. Это начался 94-й. Вот он закончился. 95-й год. Это кризисный 98-й. И вот примерно окончание 90-х годов, начало 2000-х. Весь вот этот фрагмент с 90 по 2000 это приватизаторы либерализм внедряли методом увеличения вывоза награбленного капитала. Они опустили за этот период рубль в 50 тысяч раз. Еще раз повторяю, за этот период рубль упал в 50 тысяч раз. Они так сбережения граждан приватизировали и объясняли им, что они не вписались в рынок. Ну а вы что хотели? Это же тайна стартового капитала. Двигаемся дальше. Зеленая троечка справа. Вот здесь. Говорит о том, что третья большая волна еще не до конца не сформирована. Самая правая толстая зеленая линия показывает нам примерную оценку окончания большой третьей зеленой волны. Левая пунктирная, зеленая вот эта, напоминает, что у нас теоретически может быть вариативность с окончанием третьей большой зеленой волны. Такое вот квантовое мерцание третьей волны. Я полагаю, что это мерцание следствие перепривязки Хрущевым в 1957 году рубля от золота к доллару и последующая отвязка доллара в 70-х от золота. Какую особенность это вносит в наш анализ? Первый сценарий окончания большой зеленой волны в 50-м, вот этот вот, будет растягивать формирование большой третьей зеленой волны. То есть она будет тянуться. А вариант того, что большая зеленая волна должна быть сформирована в ближайшие несколько лет, или уже сформирована, будет пытаться сжимать ее формирование в несколько лет. Это фактически квантовый эффект смешения сценариев, объясненный вот простенько на пальцах. Причина этого смешения в том, что первичными являются котировки валют в золоте. На самом деле там несколько глубже связь, но для нашего, скажем так, понимания проще говорить, что в золоте. А их котировки друг с другом как раз и есть это
прости господи, квантовое смешение. Естественно, что дальше нам нужно смотреть внутреннюю структуру большой третьей зеленой волны, то есть вот этой вот штуки. И попытаться определить ее масштаб и фазу формирования, как мы это раньше делали в золоте к доллару вторым способом, то есть по ее внутренним волнам. Во-первых, сразу отмечаем, что поскольку это третья большая зеленая волна, то она должна быть импульсом. Так и есть. Смотрим. Коррекция десятых годов пока не заходила в область предыдущего максимума, то есть в область 2000-х годов. Претенденты на первую и вторую внутренние волны – это конфигурация 70-х с 90-го, вот отсюда, по 2007 год. То есть это как бы такой претендент на первую и вторую волну. Поставим туда единичку и двоечку. Вот так вот. И вот так. Переходить в больший масштаб надобности нет. И так видно, что во второй волне с 2003 по 2007, то есть вот отсюда и вот до сюда, получается 5 лет. Раз, два, три, четыре, пять. А в предполагаемой четвертой, то есть первое, что нам бросается в глаза на четвертую волну, в коррекции всего 2 года. Поэтому коррекция 16-17 года, то есть вот эти две палки, не тянет на четвертую волну в большой третьей зеленой волне. То есть она не тянет на внутреннюю волну, на четвертую волну, вот для вот этой вот первой. Она больше похожа на внутреннюю коррекцию движения с 2003 по 2008. То есть на внутреннее движение вот этой волны. То есть наиболее вероятно, что все вот это движение с 2008 по 2023 третья внутренняя синяя волна. То есть мы внутреннюю волну будем обозначать синими цифрами. И эта третья волна, она является логическим продолжением от первой и второй волн с 90 по 2007 год. Длина первой синей волны, вот этой, с 90 по 2002 год. Вот примерно до сюда. Это получается примерно 12 лет. Длина предполагаемой третьей синей волны, поставим сюда вот троечку, что она уже как бы сформирована. Это примерно с 2008 по 2022. То есть получается примерно 15 лет. По минимальной длине бьется. То есть третья синяя волна, внутренняя, получается чуть длиннее первой. Таким образом мы приходим к выводу, что третья синяя волна с наибольшей вероятностью в конструкции большой третьей зеленой уже сформирована. Соответственно, то, что происходило в 2022 году, то есть вот это вот падение, небольшая коррекция вверх, это наиболее вероятно начало развития в рамках формирования большой третьей зеленой волны, то есть вот этой внутренней четвертой синей волны вот от этих первой, второй и третьей волн. Естественно, синих. Если вы не успеваете ухватить детали, сильно не расстраивайтесь. Это не ваша вина. В первую очередь, скорее всего, виноват я, корявостью своего изложения. Но есть и более фундаментальные причины. Я еще не видел людей,
включая и себя, способных быстрее, чем за год-полтора, начать хотя бы уверенно ориентироваться во всем этом. Но радует, что это быстрее, чем научиться писать и дойти до осмысленных сочинений в 1,5-2 страницы. Не пытайтесь сразу ухватить все детали пропорций и соотношений. Попробуйте просто удерживать общую логику вложенности и подчиненности волн. Это относится и к тем, кто владеет хотя бы азами классического технического анализа фигур и паттернов. Или вот им не противоречит и не соревнуется с ними. Он эти методы дополняет, позволяя более системно выстраивать иерархию, то есть старшинство, подчиненность и вложенность графических паттернов. Двигаемся дальше. Поставим справа синие, среднюю четверочку и пятерочку. Вот так вот. Формирование четвертой и пятой волн в этом сценарии завершат формирование большой третьей зеленой волны. То есть вот этой вот. Сюда вот ее перенесем. Используя принцип чередования, характер второй синей волны, вот этой, позволяет определить наиболее вероятный характер формирующейся четвертой синей волны. То есть вот этой вот. Вторая синяя волна, хоть и не очень большой, и не очень явный в годах, а более явный в кварталах, но тем не менее вот эта волна – это зигзаг. Пометим его таким крючочком на память, чтобы запомнить. Берем этот крючочек и ставим сюда. Побольше его сделаем. Вот такая вот меточка о том, что это у нас зигзаг. Поэтому четвертая синяя волна, то есть вот эта, которая формируется вот отсюда, от третьего начала формироваться, наиболее вероятно будет плоской. То есть она будет или треугольник, или флаг. Пометим это синим значком с эротическим оттенком. То есть таким синеньким значком 69. Вот так вот мы его сюда поставим. Такой значок ерзания. Есть еще один очень важный момент. Свеча 22 года, вот это так называемая в японском свечном анализе падающая звезда. Билл Уильямс называет такие свечи проседающими. Смысл этой свечи простой. Если будет пробит ее минимум, здесь 50 рублей, то это с высокой вероятностью либо к долгому, то есть как минимум 3-5 свечей тусованию по типу 69, вот здесь, в диапазоне этой падающей звезды, либо к более глубокому падению и формированию как минимум зигзага, а как максимум изменение направления всего тренда. Важное свойство. Чем длиннее падающая звезда, тем выше вероятность, что действующему тренду кирдык. Точный перевод этого татарского термина в первом брате. Пара примеров сработавших падающих звезд есть прямо на этом графике. Вот 2009 год. Вот она, падающая звезда. Вот 2016. И последовавшие за ними коррекции. В обоих случаях реализовался вариант плоской коррекции. С одной стороны. А с другой стороны, это были максимумы волн в своем масштабе. Размер этих падающих звезд с каждым разом растет. Один масштаб больше, больше.
Это тоже косвенный признак истощения главной тенденции. Тенденции роста доллара к рублю в масштабе годовых свечей. Для тренировки и логической завершенности картины разметим в этом сценарии внутреннюю структуру третьей синей волны 2008-2022 годов, то есть структурку вот этой вот волны. Дальше нам это будет нужно, то есть это не чисто праздный интерес. Фрагмент 2008-2009, вот этот вот, это маленькая первая волна. Поставим туда единичку. Коррекции 2011, 2009-2011, тогда будет второй маленькой синей волной. Поставим туда двоечку. Вот так вот. Движение 2012-2016, то есть вот это вот вместе с кризисом 2014 года, будет в этом варианте маленькой третьей синей волной. Ставим туда троечку. Откат с 2016 по 2017, вот этот вот, который не прошел у нас как четвертая зеленая волна. Это будет маленькая четвертая волна. Ставим четверочку. И завершает построение внутренней третьей синей средней волны маленькая пятая синяя волна с 2018 по 2022 год. То есть вот отсюда и вот отсюда. Это маленькая пятая волна. Ставим туда пятерочку. Вот так. То есть внутренняя структура третьей синей волны на будущее нами размечена. Напомню логику наших дальнейших действий. Мы оценили примерное место завершения третьей большой зеленой волны из масштаба первой зеленой. То есть вот отсюда мы оценили порядок размера третьей большой зеленой волны. Это примерно конец 40-х годов. Вот здесь, куда мы поставили толстую жирную линию. Но поскольку эта большая зеленая третья волна, будучи импульсом, имеет свою внутреннюю пятиволновую структуру, мы из размера ее внутренних волн можем сделать альтернативную проверочную оценку ее размера. Совпадение результатов оценки длительности большой третьей волны увеличит надежность наших расчетов. Теперь оценим порядок предполагаемой продолжительности по времени четвертой синей волны. То есть внутренней составляющей вот этой вот третьей волны. Подчеркиваю не точную длину, а как обычно, только наиболее вероятный порядок диапазона возможных длин четвертой формирующейся синей волны. Ее длина будет находиться в диапазоне 1-1,6 расстояние между пиками первой вот этой волны и третьей синих волн, отложенному в будущее от дна второй синей волны. То есть вот отсюда. Эти отрезочки у меня уже заготовлены и отложены от дна второй волны 2008 года. Вот один, вот второй отрезочек. Концы этих отрезков это и есть оценки границы окончания внутренней четвертой волны. Поставим в конце этих отрезков синие линии на память. Вот так вот. Сделаем пожирнее чуть-чуть, чтобы лучше было видно.
Вот примерно так. Пятая синяя волна, вот это, будет иметь примерно масштаб по времени порядка первой синей. То есть примерно вот такой вот размер. То есть около 10 лет. Заметьте, я говорю даже не о длине, а говорю только о масштабе. Эти 10 лет нужно откладывать вот от этих синих линий. Вот отсюда и вот отсюда. В первом случае это завершение формирования пятой синей волны, а с ней и большой третьей зеленой, вот этой вот. Это где-то во второй половине 30-х годов. Поставим туда зеленую светлую линию. Во втором случае, когда мы откладываем вот от этой синей волны примерно 10 лет, это будет получаться где-то конец 40-х годов. Туда тоже поставим зеленую светлую линию. То есть вот так вот. Примерно у нас в первом варианте. Где-то вот так вот. Сделаем ей цвет посветлее. Что-то слишком светло получилось. Возьмем чуть потемнее. Тоже светловато. Вот так, пожалуй, возьмем. И во втором случае 10 лет мы откладываем вот отсюда. И у нас третья волна будет завершаться где-то вот здесь. Эти зеленые и светлые линии – границы диапазона возможного завершения формирования большой зеленой волны, полученные из оценки через ее внутреннюю структуру. То есть происходит такое как бы уточнение. Мы макрооценку уточняем из внутренней структуры большой третьей зеленой волны. Подчеркну, это не точные даты завершения формирования большой третьей зеленой волны. Это границы диапазона. Отметим, что крайний правый вариант, вот этот вот, полученный из второго варианта оценки масштаба 4 и 5 синих волн, очень неплохо совпадает с оценкой масштаба большой третьей волны, полученной из размера большой первой зеленой волны, то есть конца 30-х, конца 80-х. Это вот эта толстая зеленая линия, то есть наша самая первая оценка. Завершение формирования большой третьей зеленой волны идет посредством формирования ее внутренних 4 и 5 волн, то есть вот этой и вот этой вот. Анализ их конкретного формирования и прогноз будут уточнять время большой третьей зеленой волны. Алгоритм уточнения построения этих синих 4 и 5 волн точно такой же, как мы только что реализовали. Оценки из более мелких масштабов будут уточнять время окончания этих волн. Теперь оценим то, что нас интересует в первую очередь. Ценовые границы формирующихся 3 и 4 синих волн. Наиболее вероятно и очень сильная поддержка для нижней границы 4 синей волны это 48, это 45, примерно вот здесь вот. 48,5 рублей за доллар. Этот результат получен более сложными методами. Ими я вас грузить не буду, просто воспримите это как полученный мной результат. Поставим в эти оценки две синих линии. Значит, вот сюда. Циферки берем чуть пониже. Вот так вот. И в 48,5 еще ставим одну. Да где-то вот здесь примерно. Обращаем внимание, что
минимум 2002 года чуть-чуть не дошел до этой оценки, до верхней поддержки. Это наиболее вероятные поддержки для четвертой синей волны. То есть две вот этих синих линий. Подчеркиваю, противное слово. Наиболее вероятное, но не тысячелетний гранит. Диапазон колебаний для нижней границы четвертой большой зеленой волны 48-80 рублей. То есть это примерно вот здесь. И вот здесь. Это тоже результат более сложного исследования. Просто воспримите его как полученный результат. Четвертая большая зеленая волна в этом первом сценарии начнет формироваться только после того, как будет сформирована большая третья волна. То есть сначала сформируется третья волна, а потом где-то начнет формироваться четвертая зеленая. Это где-то либо в середине 30-х годов, то есть где-то вот здесь начнет формироваться четвертая волна, либо в конце 40-х, начале 50-х. Конкретно сейчас нам не важны уровни, вот эти зеленые уровни ее поддержки. Но опосредованно они будут существенно влиять на формирование четвертой и пятой синих волн, показывая и формируя важные уровни поддержки и сопротивления в их внутренней динамике. Поэтому мы эти линии поставили и на будущее их сохраним. Прогноз нижней границы четвертой синей волны, вот эти уровни, позволяет нам сделать оценку для уровня максимума пятой синей волны. Для этого мы расстояние от начала первой синей волны в 1990. То есть вот отсюда берем это расстояние. Откладываем до вершины третьей синей волны. И отложим его от прогноза минимума четвертой синей волны. Так, чуть сдвинем немножко в сторону. Уровень 61% от этого расстояния, вот этот вот. Это минимальная оценка максимума пятой синей волны в этом первом сценарии. И, соответственно, одновременно это минимальная оценка максимума большой третьей зеленой волны. Завершение пятой синей волны – это достройка третьей большой зеленой волны. Таким образом, в ближайшие 20-25 лет с наибольшей вероятностью рубль к доллару будет двигаться в границах диапазона 45 рублей, 120-125 рублей за доллар. На самом деле это очень широкий диапазон. Плюс 200% от нижней границы 45-50 рублей. Но он условно в границах уже известного мира. Вот он, этот известный мир. То есть практически в диапазоне уже показаны границы. Такая динамика колебаний предвещает очень неспокойную жизнь всем бизнесам с высокой зависимостью от курса доллара. Но где беспокойство, там и возможности. Попутно заметим, что поскольку прогнозируемый максимум третьей большой зеленой волны 120-125 рублей близок к максимуму третьей синей волны, вот здесь, то для минимальной оценки больших четвертой зеленой и пятой синей волн получается примерно аналогичный диапазон цен. 50-125 рублей. Вот этот.
Потому что нижняя граница 48 рублей, вот эта вот зеленая линия, для минимума третьей большой зеленой волны, находится практически там же, где и для синей, там, где и для синей четвертой волны. 45-48 с половиной. Здесь мы пока не рассматриваем вариант глубокого зигзага большой зеленой четвертой волны. Ну а минимум большой четвертой зеленой волны – это то место, откуда мы откладываем проектировку минимума уровня пятой зеленой волны. Это вот примерно из этого же места. То есть минимум четвертой зеленой и минимум четвертой синей, они примерно совпадают. Но и само откладываемое расстояние, как для проектировки синей, так и для зеленой пятых волн, примерно одинаковое. Потому что само это расстояние берется от основания соответствующих синей и зеленой первых волн. Вот у нас основание первой, зеленой там же примерно находится. А эти минимумы первых сине-зеленых волн при нашей точности, как и максимумы третьих синий и зеленых волн, находятся примерно в одних местах. Как для основного варианта позиционирования первой большой зеленой волны в 85-86 годах, вот здесь, вот здесь вот, так и для альтернативного максимума с максимумом 60-х. То есть это наш альтернативный вариант. Вот зеленая единичка бледненькая. Вторая большая зеленая волна, то есть либо вот такая вот ее конструкция, либо вот такая, однозначно плоская. Поэтому после того, как будет сформирована третья большая зеленая волна, большая четвертая зеленая волна, которая начнется после нее, наиболее вероятно будет зигзагом. Наиболее вероятная конфигурация же коррективной четвертой синей волны, как мы уже определили ранее, будет плоской. То есть это три волны А, Б, С, формирующие треугольник или флаг. Допустим, флаг будет выглядеть как-то вот так. Чуть увеличим масштаб и достроим. Масштаб сделаем вот такой. И достроим до флага. Вот это у нас одна волна. Она уже как бы завершилась. Следующее. Сделаем чуть потолще их. И это третья волна. Ну, вот так это будет. Если так вот здесь меточку сделаем, так что она у нас вот здесь это находится. Если четвертая синяя волна будет флагом и завершится в соответствии с нашей проектировкой в районе 27-28 года, то эти линии будут у нас синие коррективные волны. Сейчас мы эти буковки поставим. Поставим буковки А. Так, это буковка А.
Сделаем побольше. Тут волна А. Вот это у нас будет волна Б. И вот это будет волна С. Как-то примерно вот так. Коррекция называется флагом, когда линия, соединяющая ее максимума, сейчас мы ее нарисуем, вот максимум волн, таким пунктирчиком, примерно параллельно линии, соединяющей ее минимумы. Вот минимум этой волны. Так выглядит флаг. Вот параллельные линии, соединяющие максимумы и соединяющие минимумы. Флаг занимает промежуточное положение между плоской треугольной коррекцией и зигзагом. Если же волна B не поднимется так высоко, а, скажем, дойдет где-то до уровня 80-85 рублей, или 85-90, возьмем 90 примерно. Вот примерно до сюда. И, соответственно, волна С отсюда тоже будет стартовать. Или волна С не опустится так низко, а дойдет примерно вот до вот этого места, то четвертая коррективная синяя волна станет треугольной. Сейчас мы это дело пометим огибающими. Вот он, треугольничек. Тогда пятая синяя волна при минимальной реализации в соответствии с нашей проектировкой Фибоначчи будет выглядеть примерно вот так. То есть нужно нам примерно 10 лет откладывать от минимума волны С. То есть это будет где-то, то есть до Фибоначчи откладываем. То есть это получается где-то вторая половина 30-х годов. Пятерочку эту зацепим, сюда поставим нашу проектировочку. Соответственно, троечку тоже можно перенести, потому что в данной проектировке это будет третья волна при такой проектировке. Достаточно сильным признаком формирования пятой синей волны и, соответственно, максимума большой третьей зеленой волны будет заход цен чуть выше или немного не доходя до максимума 2022 года. Вот до сюда. То есть то, что отображает этот рисуночек. Ну, примерно до 120-125 рублей. Достижение этого уровня не железное условие того, что здесь обязательно будет разворот. Это только достаточные условия формирования третьей зеленой большой волны. Ну и конца пятой, соответственно. Но в любом случае в этом месте будет приостановка доллара. Вероятность дальнейшего роста в этом случае будет определяться динамикой в меньшем масштабе, месячном, недельном и дневном. Пробой долларом максимума 2022 года в районе 120-125 за границу Фибоначчи, то есть вот выше границы Фибоначчи, куда-то вот сюда, вот, допустим, вот в эти места, и с параметрами, увеличивающими вероятность его дальнейшего роста, будет означать
что увеличивается вероятность реализации сценария растяжения третьей большой зеленой волны. То есть вот этой вот всей волны, третьей. Всей вот этой третьей волны. С этим более подробно мы будем разбираться в среднесрочном прогнозе после завершения долгосрочного. Аналогичная ситуация растяжения может реализоваться и с большой пятой зеленой волной. В том случае, если большая зеленая четвертая волна, которая будет формироваться после вершины третьей, не будет глубоким зигзагом. На этом, чтобы немного передохнуть и критически осмыслить сказанное, мы с вами прервемся и закончим первую часть ролика долгосрочного прогноза сценариев доллара к рублю. В дальнейшем обсуждению прогноза мы с вами вернемся во второй части ролика. Она выйдет под таким же названием, но с пометкой, что это вторая часть ролика. Вторая часть выйдет сразу после первой. Чуть не забыл. Критерий начала коррекции вниз в золоте к доллару тот же, который был дан в конце декабря 2022 года в прогнозе по золоту на 3-9 месяцев. Этот критерий – пробой поднимающегося минимума предыдущей недели. То есть этот критерий скользящий. То есть он каждую неделю, в случае если не пробит, перемещается вверх. То есть неделя сформировалась, критерий переместился вверх. На этом разрешите откланяться, пожелать вам ясности мышления и конструктивной критичности. Друзья, до встречи в следующем ролике.